Smart Fortwo против Mercedes. Как вы думаете, у кого больше шансов выжить при ДТП, у водителя новенького Mercedes-Benz S-Class или миниатюрного Smart Fortwo? Лично мне кажется, что у Smart нет ни единого шанса. Если вы не знали, то этот автопроизводитель создает самые маленькие автомобили в мире. Но вы будете просто в шоке, когда увидите результаты этого удивительного краш-теста. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что Mercedes примерно в 2 раза больше, чем Smart. Так мало того, он еще и тяжелее в 2 раза. Так что все ожидают, что этого малыша снесут, будто он выехал против товарного поезда. Но когда автомобили разгоняются и встречаются в лобовом столкновении, происходит нечто неожиданное. Да, Smart получает сильные повреждения, но его жесткий каркас и продуманная конструкция позволяют сохранить целостность пассажирского отсека. Вместо того, чтобы складываться как бумажный стаканчик, Smart отбрасывает назад от удара, минимизируя воздействие на пассажиров. Mercedes, конечно, показывает себя лучше, но здесь важно отметить, результат для Smart оказался поразительным. Его компактный размер и легкость позволили автомобилю эффективно отскочить от удара, а не поглотить всю энергию столкновения. Почему Smart не так прост, как кажется? Дело тут в том, что компания Daimler разработала уникальную систему безопасности для своих микроавтомобилей. В основе конструкции жесткая капсула безопасности Tridion, которая защищает пассажиров при столкновении. В сочетании с зонами программируемой деформации, которые поглощают часть энергии удара, это позволяет Smart показывать достойные результаты даже в серьезных авариях. Но все же не стоит забывать, несмотря на прочность конструкции, размер имеет значение. К сожалению, манекены в Smart испытали очень серьезные перегрузки, так что всем, кто находился бы в машине в момент ДТП, избежать травм не удалось бы. А все дело в том, что в реальных ДТП маленький вес и компактные габариты делают машины более уязвимыми, особенно при ударах с более крупными автомобилями на высокой скорости. Tesla Cybertruck. Ну что, пора переходить к эксклюзиву. Сегодня я специально для вас подготовил нечто удивительное, а именно краш-тест знаменитой и очень сильно нашумевшей Tesla Cybertruck. Да, эта машина вышла совсем недавно и стоит она каких-то колоссальных денег. Но компании, которые проверяют безопасность автомобилей, готовы на все, чтобы проверить любую машину. Даже потратить несколько сотен тысяч долларов. Так как повела себя в краш-тесте эта машина? Наверняка вы слышали от Илона Маска, что его новый автомобиль будет сделан полностью из металла. Он должен был быть пуленепробиваемым, сверхзащищенным и очень мощным. Никаких тебе пластиковых бамперов и арок. Так еще и форма весьма футуристичная. И вместе с тем это огромный автомобиль, что дает ему еще больше шансов хорошо пройти краш-тест. Но что же там на деле? А на деле не все так радужно, как хотелось бы. Во время испытаний выяснилось, что из-за жесткости кузова у Cybertruck нет традиционных зон деформации. Это может сделать удар более жестким для пассажиров, так как энергия столкновения передается на них. В отличие от обычных автомобилей, которые мнутся и поглощают энергию удара, Cybertruck ведет себя иначе. В одном из краш-тестов при лобовом ударе на скорости 64 км в час кузов практически не пострадал. Но манекены внутри получили серьезную нагрузку на позвоночник и грудную клетку. Один из тестов на переворот. Автомобиль прошел довольно хорошо. Благодаря батарее, которая находится в полу. У машины низкий центр тяжести, так что ее весьма сложно перевернуть. Но если вам это все же удастся, то могут возникнуть проблемы. Дело в том, что крыша у Cybertruck не самая прочная. Из-за огромного веса она может деформироваться при аварии. В общем, нужно быть осторожным во время вождения данного автомобиля. А что насчет других видов ДТП? Краш-тест на боковой удар показал, что кузов машины очень и очень прочный. Но это скорее минус, чем плюс. Дело в том, что в Cybertruck практически отсутствуют зоны деформации, которые помогают гасить кинетическую энергию удара. И из-за этого пусть машина и не страдает, но манекены внутри испытывают колоссальные нагрузки. При некоторых сценариях водитель может даже получить перелом конечностей. Вот вам и хваленая безопасность и прочность. Кстати, насчет вопроса зон деформации споры в сети идут уже очень давно. Многие ошибочно думают, чем прочнее кузов, тем лучше. Но на самом деле это не так. В каждом современном автомобиле есть специальные зоны деформации. Именно из-за них мы не получаем травм во время аварии. Правда, из-за этого сильно страдает сам автомобиль, и при серьезном ДТП потребуется крупный ремонт. Против этого выступают сторонники теории, что все сделано маркетологами, чтобы собрать побольше денег, и что старые автомобили в этом плане намного лучше. Так ли это на самом деле? Сейчас расскажу. Chevrolet Bel Air против Chevrolet Malibu. И специально для того, чтобы доказать, что современные авто безопасны, в США решили разбить раритетную и очень красивую машину Chevrolet Bel Air. Кто же против нее выступил? Скучный, некрасивый, самый обычный и недорогой Chevrolet Malibu. Разница между этими машинами 50 лет эволюции автомобилестроения. Так кто же выстоит и победит в этой зарубе? Ответ очень прост.
Не зря инженеры все это время получали свою зарплату, ведь в момент лобового ДТП становится ясно, современная машина намного безопаснее. Дело в том, что благодаря специальной сминаемой зоне манекены в Chevrolet Malibu почти не пострадали. Да, машина получила серьезные повреждения, скорее всего восстановить ее не удастся после того, но вы только посмотрите, что случилось с раритетным авто. Большой железный и, казалось бы, очень прочный кузов должен был выдержать столкновение. Но на самом деле из-за всей его жесткости произошло то, чего стоит бояться. Подкапотное пространство выдержало прямое столкновение и начало смещаться в салон. Из-за этого стойки крыши, которые были менее прочными, чем лонжероны, начали сминаться. Буквально весь моторный отсек уехал внутрь автомобиля. И что же вы думаете? Будь манекен живым человеком, он бы не выжил в этом ДТП. Ему буквально переломало бы ноги рулевой колонкой и моторным щитом. Голову он разбил бы об руль, который поднялся прямо к его лицу. А даже если бы он смог каким-то чудом избежать серьезных травм, выбраться из автомобиля без помощи спасателей не вышло бы. Вот такие они результату страшного краш-теста. А вы еще верите в то, что жесткость кузова спасет вас при аварии? Лично я теперь понимаю, почему все так грешат на Tesla Cybertruck. Из-за отсутствия зон сминания автомобиль буквально становится консервной банкой, а водитель и пассажиры как бычки в томате. Стоит задуматься о безопасности перед тем, как покупать подобную машину. Самый безопасный в мире Volvo XC90. Вы можете спросить меня, а какой автомобиль тогда безопасный? Что же можно выбрать, чтобы не беспокоиться за своих детей на пассажирском сидении? Тут я вам уверенно могу ответить, берите Volvo. Эта марка славится тем, что она буквально зациклена на безопасности своих машин. И это не просто слова, а самая настоящая правда. Вы только взгляните на это видео из России. Одна женщина решила устроить экстремальный краш-тест своей новой Volvo XC90. Правда, он был не запланирован, но не суть. В общем, она не справилась с управлением автомобиля, когда двигалась на мосту. Ее занесло, она протаранила защитное ограждение и снесла его. Да-да, вы не ослышались, Volvo просто снес отбойник, который выдерживает столкновение с фурами. И это еще цветочки. После того, как она пробила отбойник, машина вылетела с моста. К счастью, он был не особо высоким, да и внизу ее ждал спасительный круг в виде электропоезда. Эта дамочка упала с моста, пробила в поезде дыру, выкатилась на платформу и упала с нее. И как вы думаете, после такого сколько у нее было переломов? 1, 2. Я был просто в шоке, когда услышал эту историю. Ведь на женщине не было ни единой царапины. Безопасность автомобиля отработала на максимум, и никто не пострадал. Но, думаю, этой женщине все же пришлось обратиться к врачу. По крайней мере, мои нервы не выдержали бы такого ДТП. И самое главное, не стоит думать, что это какой-то фотошоп или монтаж. Это даже не реклама. Это реальный случай, который произошел с самой обычной женщиной. Краш-тест советской ГАЗ-31-10. А дальше я хотел бы рассказать вам про еще один удивительный автомобиль, а именно про краш-тест советской ГАЗ-2030-110. Почему-то в России многие продолжают думать, что старые советские автомобили безопасные, удобные, да и вообще намного лучше, чем современный автопром. Но на самом деле это далеко от правды. Ведь мы уже с вами видели, что происходило во время краш-теста старой американской машины. Что же было с этим ГАЗ? Все очень просто. Автомобиль повел себя примерно так же, как и тот Chevrolet 50-х годов. Во время столкновения его моторный отсек сильно сместился внутрь кузова. Но тут стоит отдать должное советским инженерам, их машина оказалась немного прочнее. Столь серьезных повреждений удалось избежать. Правда, выводы все равно неутешительные. Из-за того, что руль в момент столкновения сильно поднялся вверх, водитель получил серьезный удар по голове. Мало того, из-за больших перегрузок шея водителя и пассажира серьезно пострадала. Так что при ДТП на этом автомобиле вы точно получите серьезные травмы. Но лично мне больше всего не понравился тот факт, что весь кузов буквально пошел по швам. Пороги автомобиля разошлись, дверной проем деформировался. Что это все значит для нас, как для обычных владельцев машины? Да то, что в случае более-менее серьезного ДТП выбраться из машины самостоятельно будет очень затруднительно. А ведь это еще один критерий, который важно учитывать. К сожалению, столкновения не всегда заканчиваются лишь деформацией и травмами. Часто машины загораются, а в случае, если двери заблокированы, выбраться из этой жаровни будет невозможно. Вот вам и старые автомобили. Краш-тест против столба. И еще одно видео из России. Один местный блогер решил проводить свои собственные краш-тесты, на которых он разбивал автомобили о столб. И лично мне кажется, что это очень интересная тема. Ведь во всех этих профессиональных краш-тестах никто и никогда не пытался повторить нечто подобное. А именно, запустить автомобиль боком прямиком в столб. Вернее, похожие краш-тесты проводят, но есть особенности. Дело в том, что профи не разгоняют автомобиль достаточно сильно. И чаще всего удар приходится в стойку между передней и задней дверью.
А этот блогер решил, что нужно бить прямо в дверь, чтобы посмотреть, что же будет с автомобилем и водителем. Есть, правда, одна небольшая проблема. Профессиональной телеметрии и манекенов у него не было. Так что полноценно оценить повреждения и травмы сложно. И я хотел бы вам показать один из этих краш-тестов, который, как мне кажется, наиболее интересный. Дело в том, что в нем участвует знаменитый автомобиль УАЗ. Эти машины весьма распространены, ведь рамный внедорожник за небольшую цену точно будет пользоваться популярностью. И, как я уже говорил, от размеров и веса зависит безопасность. Но так ли это на самом деле? Взгляните на этот ролик. Автомобиль серьезно разгоняется и врезается в столб. Скорость, как вы можете видеть, довольно высокая. И в момент удара машина буквально сносит столб с опоры и роняет его. Казалось бы, результат потрясающий, но не тут-то было. Дело в том, что столб прилетел прямиком в водительскую дверь и вошел в нее довольно глубоко. Если бы за рулем сидел человек, то он точно получил бы крайне серьезные травмы, ведь водительское сиденье сместилось чуть ли не в центр автомобиля. А когда машину начали осматривать со всех сторон, то стало ясно, почему так произошло. Дело в том, что лонжероны, специальные железные балки, которые дают особую прочность автомобиля, не выдержали удара. Вся кинетическая энергия от скорости прилетела сначала на крышу и порог, а потом добралась и до силовой структуры кузова. И ничего из этого не помогло. Хотя со стороны кажется, что автомобиль не сильно то пострадал. А как вам подобные краш-тесты? Пишите в комментарии. Краш-тест против лося? Кстати, я совсем забыл рассказать вам, почему же Volvo выпускает самые безопасные автомобили в мире. Дело в том, что именно у этой компании есть своя собственная база, где они разбивают все свои автомобили самыми различными способами, в то время как остальные автопроизводители обращаются в сторонние организации. Так вот, самое интересное тут то, что чаще всего все испытывают машины самыми обычными способами. Но в Volvo решили отличиться и сделать несколько удивительных тестов. И я хотел бы рассказать вам про один из них, пожалуй, самый интересный. Вы когда-нибудь задумывались, что же будет с машиной, если она собьет лося? На самом деле ничего хорошего. Просто загуглите в интернете аварии с лосями, и вы все поймете. Легковые машины выглядят буквально так, будто в них товарняк влетел. А где чаще всего происходят подобные аварии? В странах, где есть много лесов и диких животных. А где производится Volvo? В Швеции, как раз там, где очень много лесов и диких животных. Поняли, к чему я клоню? Да, Volvo решили провести краш-тест их автомобиля против лося. Нет, не переживайте, никто не сбивал нарочно бедное животное. Для этого использовался тяжеленный манекен. И что же по результатам? Вы только взгляните на эти кадры. Машина на полной скорости влетает в манекен, после чего тот отлетает и врезается прямиком в крышу. Деформация просто ужасная. Как будто в машину врезался другой автомобиль. И именно подобные, казалось бы, странные краш-тесты и сделали Volvo самой безопасной маркой авто в мире. Тут я хотел бы отдать должное. Безопасность действительно на уровне. Даже на такой большой скорости водитель не получил смертельных травм. Да, крыша прогнулась, да, он получил удар по голове, но точно остался жив. А ведь если бы это был не Volvo, все могло бы закончиться весьма плачевно. Краш-тест переносок для собак. А вы знали, что автопроизводители заботятся не только о нашей с вами безопасностью? Ведь Subaru проводили отдельный краш-тест переносок для собак. Да-да, вы не ослышались. В этой компании решили проверить, какие именно переноски подходят для того, чтобы использовать их в автомобилях, и как они поведут себя во время аварии. Так вот, во время теста использовались манекены животных. Автомобиля все-таки не было, ведь важно было понять, какая переноска выдержит нагрузки, поэтому использовалась специальная платформа, которая быстро ускорялась и замедлялась. И надо отдать должное, теперь я своего питомца буду возить в совершенно другой переноске. Вот, к примеру, обычная тканевая сумка. В ней часто перевозят маленьких питомцев, так как ее можно легко сложить, и она довольно легкая. Что же с ней происходит во время ДТП? А она вообще никак не защищает бедную собачку. Животное просто вылетает из переноски. А что насчет пластиковых переносок? Они также не могут выдержать резкой перегрузки, ведь тело собачки просто ломает стенки. И какой же самый безопасный способ перевозить своего четвероногого друга? Оказалось, что безопаснее всего перевозить их не на заднем сидении, а на прямой поверхности и плотно прикрепив к полу. В таком случае пластиковая переноска выдерживает даже самых огромных питомцев. А вот прикреплять к заднему сидению небезопасно. И еще, есть специальные стальные переноски. Они показали себя весьма неплохо, так что теперь я точно знаю, где буду возить своего друга. Самый небезопасный автомобиль в мире. Кстати, я тут подумал, а какой автомобиль самый небезопасный в мире? Ведь мы уже выделили фаворитов. Volvo. Их авто самые прочные и безопасные. Но в какой тачке у вас почти не будет шанса выжить? Так вот, знакомьтесь. Индийский автомобиль Tata Nano. И эти автомобили оказались очень популярными. Почему?
Все дело в том, что они долгое время считались самыми дешевыми во всем мире, а если что-то дешевое, то оно не обязательно будет качественным. Вот и про безопасность производитель решил не думать. Во время краш-теста на небольшой скорости мы с вами можем видеть, как сильно деформируется передняя часть авто. Он буквально складывается гармошкой. Так мало того, кресла пассажира и водителя улетают вперед навстречу торпеде машины. Итог этого ДТП неутешительный. 2 трупа. И самое страшное лично для меня, что из-за цены этих машин очень много продали. Кажется, в Индии каждый второй автомобиль Tata Nano. Так что, если вы поедете в путешествие по Индии, будьте осторожны. Не садитесь в такси, если за вами приедет эта машина. А иначе при малейшем ДТП вы рискуете своей жизнью. Краш-тесты грузовиков? Ну что, пора бы мне уже заканчивать свой ролик. Но перед этим я бы хотел вам рассказать про, пожалуй, самые интересные краш-тесты из всех. Они не такие популярные, как проверка легковых авто, но все-таки достойны нашего с вами внимания. И говорю я сейчас про краш-тест грузовиков. Компания Scania очень популярна и известна по всему миру. Они производят одни из самых лучших тягачей. И один из критериев, почему все выбирают именно их автомобили — безопасность. Scania регулярно проводит краш-тесты своих тягачей, чтобы проверить, насколько же они безопасны. И я специально для вас нашел один такой ролик. В этом видео мы с вами можем наблюдать, что при лобовом ДТП со стеной машина почти не получает серьезных повреждений. Однако водитель все равно будет испытывать серьезные перегрузки. Но благодаря подушкам безопасности удается избежать серьезных травм. А в случае, если в тягач влетит легковушка, то водителю вообще ничего не угрожает. Но тут следует смотреть скорее на то, что будет с легковым автомобилем. А он, как вы можете увидеть, пострадал не очень сильно, ведь грузовик все-таки не стена и немного помог погасить кинетическую энергию. Но лично мне было куда интереснее наблюдать за тем, как проводится тест на опрокидывание машины. Дело в том, что грузовики довольно часто переворачиваются на бок из-за своего огромного размера. И тут Scania позаботились о безопасности водителя. Они добавили боковую подушку безопасности, так что даже при перевороте человек не получит серьезных травм.